будем потихонечку начинать. Добрый день, здравствуйте. Продолжаем наш курс лекций по младшим арканам. Сегодня у нас будут тройки. Да? Вот, собственно, сегодня поговорим о тройках всех мастей. Всех мастей Таро. Система Уэйта, напомню, я работаю в системе Таро Уэйта. Это наиболее универсальная система Таро. Да? На основе этой колоды созданы подавляющее, можно сказать, большинство современных новых колод, скажем так. Вот. И, в принципе, это довольно удобная система для того, чтобы заходить в Таро, начинать обучение Таро. Да? Если вы не очень хорошо понимаете, что это такое, если вы начнете с Таро Уэйта, заходить будет максимально комфортно на эту систему. Плюс я работаю в системе астрологических соответствий. Это также удобно, более удобно, чем Каббала, чем нумерология, потому как с астрологией более или менее кто-то что-то где-то слышал, да, все читали Космополитен, страничку с гороскопами, все примерно представляют, что такое знаки зодиака, что это какие-то характеры, да, вот, и это достаточно удобно в применении, потому как вы работаете, собственно, с людьми, и, конечно, характер человека важен в рассматриваемом вами раскладе. Вот с помощью карт Таро можно отследить изменения этого самого характера в процессе общения двух людей. Ну что, значит, кому нужны старшие арканы? Напомню, что есть у меня лекции по старшим арканам, уже полный курс, 22 видео, по каждому старшему аркану 2-часовая лекция или около того. Ссылочка где-то тут будет, я вот ее где-то размещу, как обычно. Ну и опять же, ссылочки есть все в описании видео. Если вас интересует обучение у меня в моих группах, опять же, все контакты есть в описании к этому видео, WhatsApp, или если в последнее время WhatsApp барахлит, есть группа в Телеграме, есть мой контакт в Телеграме, есть ВКонтакте группа, есть в Фейсбуке, но в Фейсбуке я бываю все реже и реже. Вот, в основном превьюшки к эфирам я вот выкладываю в Телеграм, это удобно. Поэтому, если у вас еще нет Телеграма, скачивайте, ставьте, присоединяйтесь к группе. Там пока еще народу маловато, но тем не менее это наиболее оперативный способ связи со мной, да, узнать, что там нового на канале. Ну и, соответственно, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Неважно, смотрите вы в прямом эфире, либо в записи. В любом случае, ваш комментарий очень поможет мне в продвижении канала. YouTube будет видеть, что, ага, раз комментируют, значит, что-то интересное, надо показывать всем другим. Ну и больше народу будет узнавать вот о той интересной системе, в которой я имею удовольствие работать. Поэтому делитесь информацией, не стесняйтесь. Можете просто делиться ссылками на это видео, на другие видео. Я буду только за. Я буду только благодарен. Хорошо. Ну что, не будем рассусоливать, скажем так. Начнем потихонечку про тройки. Да, мы уже с вами поговорили о двойках, о тузах. О тузах была серьезная, длинная такая лекция, 2,5 часа практически. Почему она такая была длинная? Потому как тузы отвечают, напомню, в целом за, как сказать, за стихию целиком, в общем и целом. Поэтому в каждую карту тузов, да, в туз пентаклей, в туз жезлов входит достаточно много понятий. Они очень размытые, очень общие. Можно сказать, что туз какой-то масти характеризует стихию в целом. Например, стихию земли, туз пентаклей, стихию огня, туз жезлов, воздух, это туз мечей, и кубки или чаши, это стихия воды, эмоций, можно сказать. Да? По двоечкам мы с вами, напомню, пробежались на прошлой лекции. Лекция получилась чуть-чуть меньше, просто потому как каждая последующая карта, скажем так, сужает уже понятие вот той самой стихии, показывает какой-то нюанс этой самой стихии. В частности, двойка пентаклей нам показывает двойственность стихии Земли. Что это значит? Это значит, что у вас есть одна форма, и вы наблюдаете появление второй формы. То есть у вас есть одна сумма, есть другая сумма, и вы уже сравниваете эти суммы. У вас есть одна форма ведения вашего бизнеса, и вы понимаете, что есть необходимость перейти в другую форму ведения бизнеса. И начинаете сравнивать, какая из форм ведения бизнеса, допустим, лучше.
У вас есть какая-то сумма, которая у вас есть в наличии, у вас есть какая-то сумма, которую бы вам хотелось иметь в наличии. И вы начинаете искать пути, как достигнуть вот этой суммы. У вас есть какое-то ощущение физическое по отношению к одному человеку и по отношению к другому человеку. Вы испытываете разные физические ощущения и имеете возможность сравнивать вот эти самые свои физические ощущения по поводу двух разных людей. Либо по поводу двух разных, ну, я не знаю, блюд. Да, вот есть кислый вкус и сладкий вкус. Вот, и вы ощущаете разницу между этими физическими, напомню, ощущениями. Это вкратце двойка пентаклей. Подробнее, конечно, в полной лекции. Двойка жезлов, напомню, это двойственность уже желаний. Двойственность энергии, можно сказать, да, которые вас питают на пути к достижению этого самого желания. То есть по тузу жезлов мы в целом ощущали желание. По двойке жезлов мы ощущаем, что одно какое-то желание у нас уже есть, и тут появляется какое-то второе. И мы, собственно говоря, по перевернутой карте мечемся между этими двумя желаниями и разрываемся. По прямой мы понимаем, что ага, желания меняются, вот оно мое второе желание, либо желание другого человека, желание клиента. И мы должны выбрать, соответствовать своему желанию, да, либо соответствовать желанию энергии, скажем так, понять, чего от вас хочет клиент, допустим, да, либо начальник, либо ваш партнер. И нужно принять какое-то из этих желаний за основное. Если же речь идет о вас, то вы должны понимать, что одно из желаний должно быть постоянным. Об этом свидетельствует, напомню, вот эта вот скобочка, да, железная скоба, которой Уэйт прикрутил как шурупами, да, вот это желание к home base. Такой английский вариант, это вот домашняя база, да, то есть, ну, вот у вас должно быть что-то такое постоянное, к чему вы возвращаетесь, но тем не менее, каждый раз новое желание может быть новым. И вы должны планировать изменение своих желаний, планировать изменение своей жизни, рассматривать, куда, в какую сторону вам было бы интереснее двигаться. Двойка мечей развивает тему, собственно, мечей, да, тему разума, тему действия, активного, разумного, информационно насыщенного действия. То есть, если вы знаете, что вам нужно делать, вы делаете. Активное, правильное действие идет у нас сначала по осознаванию той информации, которая вам помогает действовать. И вот двойка мечей, напомню, она как бы разделяет ваш образ мыслей, скажем так, да, ваши взгляды. Есть одна информация и есть другая информация. И какую из них выбрать, по двойке мечей нужно определиться. Зачем нужно определяться? Чтобы был, ну скажем так, чтобы была возможность варьировать свои действия. Потому как если вы просто будете действовать одним способом, у вас на пути обязательно встретятся какие-то подводные камни, потому что все продумать невозможно. И вот когда вам встречаются вот те самые подводные камни, которые мы видим на карте, да, мы должны предполагать второй вариант действия, то есть план Б. Мы должны как-то обойти эти препятствия, если вдруг они у нас случаются. Двойка мечей говорит о том, что у вас есть одна мысль, но есть еще и вторая мысль. Второй вариант развития событий. Есть ваша точка зрения и точка зрения, допустим, вашего партнера. Они могут совпадать. Тогда вы просто выбираете между одной из точек зрения это либо это. Ну как, не то чтобы совпадать, но где-то в каких-то местах могут пересекаться, скажем так. Конечно, это недоверие, если вы отчетливо понимаете, что ваша точка зрения не совпадает с точкой зрения второй стороны, тогда вы испытываете в перевернутом значении карты такое вот в общем и целом недоверие, скажем так. Осторожность — это вот то, что значит эта карта. Подробненько напомню в лекции по двойкам. Ну и двойка кубков, так, что у нас тут? Бунт на корабле, не хочет, программулина работать не хочет. Двойка кубков говорит у нас о двойственности эмоций. Да? Если у нас в целом туз кубков это эмоциональная стихия, стихия воды, стихия подсознания и прямого, скажем так, непосредственного ощущения мира, не столько физическими ощущениями, сколько вот этими вот интуитивными, да, я просто верю, да, знаю, как оно есть, потому что я это чувствую. Ну, не то чтобы ощущаю, но прям вот знаю. Скорее относится опять же к сфере эмоций. Нравится либо не нравится. Двойка кубков подразумевает, что есть двойственность вот этих самых эмоций.
и вы чувствуете эмоцию другого человека, либо чувствуете какое-то раздвоение, изменение своей эмоции, и понимаете, что есть два варианта эмоционального развития, эмоционального, скажем так, взаимодействия. Прямая карта говорит о том, что вы хорошо взаимодействуете с эмоциями другого человека, договариваетесь, чувствуете другого человека без слов, можно сказать так. И, соответственно, эта же карта может значить влюбленность, раз у вас есть такое вот интуитивное чувствование, душевное чувствование второго человека. Вот, об этом у нас говорит двойка кубков. Соответственно, перевернутая двойка говорит у нас о том, что вот эти эмоции вам не очень нравятся. Да, неприятный какой-то человек заставляет вас испытывать эмоции, которые для него являются правильными. Да, для вас, может быть, нет. Может быть, неприятные какие-то эмоции. Вот, и вы либо остаетесь в своей эмоции, отторгаете его эмоции, либо вынуждены принимать его эмоции как данность и ощущать их тоже. То есть подпадаете под эмоциональное влияние человека. Прямая карта — это хорошо, вам нравится это, перевернутая — плохо. Вам не нравится, что человек портит вам настроение, скажем так. В общем и целом, вот так мы пробежали с вами по двойкам, коротенько, более развернуто, подробно, напомню, в лекции. Да, в предыдущей лекции. Поищите, пожалуйста, в плейлисте. Есть плейлист уже по младшим арканам, как это я создал. Можете ознакомливаться. 30 человек. Хорошо, хорошо, народ подходит. Здравствуйте, здравствуйте всем еще раз. Здравствуйте, да, что у нас там в комментариях? Девушки, не стесняйтесь задавать вопросы по уже пройденным картам, да, по двойкам, по тройкам, по тузам можно задавать вопросы. Если будет в тему, я обязательно сразу же отвечу. Вы поможете мне как бы вести эфир, да, таким образом. Я очень люблю вопросы, которые вбрасывают. Скажем так, это как голевая подача в футболе. Я не футбольный фанат, но тем не менее, когда тебе пас дают, и ты можешь сделать хороший, интересный вывод, это очень помогает в прямом эфире. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы. Вот, либо просто можете там пожелать приятного эфира. Это тоже будет, как ни странно, приятно. Как это? Доброе слово и кошке приятно. Хорошо, поехали по троечкам. Первая тройка у нас тройка пентаклей. Очень люблю эту карту. Тут прям видно, что Уэйд вложил душу. Почему? Потому как, во-первых, это тема масонская. А мы с вами помним, знаем, вот, что Уэйд был тем самым масоном, да, входил в орден Золотой Зари, занимался деятельностью магической, околомагической, теоретической. В общем, ну, вы сами знаете, кто такой Уэйд, что тут рассказывать-то, да? Тройка пентаклей. Что мы видим на карте и какие моменты мне тут кажутся особо интересными, особо как бы заслуживающими внимания. Конечно, тут много всего. Можно обращать внимание на разные мелочи, да. Не на все эти мелочи я обращаю внимание, просто потому что не всегда хватает времени раскапывать каждую деталь. Но вот некоторые, скажем так, детали, которые кажутся незначительными, иногда выходят на передний план и помогают понять, что вот это тут не зря, что карты продуманы, нарисованы карты достаточно интересно и глубоко. В частности, тройка пентаклей. 3 человека. Что это там у него такое вот в руках, что это он такое держит, что за палка, что за чашка. Это не чашка, это такой специальный, как бы круглый, тяжелый молоток, можно сказать, да, увесистая такая штука, которым раньше в средневековье и впоследствии пользовались каменщики, каменотесы, либо, собственно, люди, которые вот вырезали вот эти волшебные узоры каменные в храмах, в готических, в более поздних, в ранних, да, то есть, ну, работали они этим инструментом. Мы с вами видим каменщика. Может быть, мастера по резьбе каменной, да, но можно сказать, что это человек рабочий, он работает, он делает этот храм, строит его, кладет камень на камень, если уже так совсем трактовать. Что делает вот этот товарищ в странной такой одежде? По поводу одежды сразу скажу, я не отвечу, почему оно такое вот, скажем так, такого цвета и такой формы, ну, средневековая одежда. Может быть, впоследствии, если будет времени побольше, в чем я сомневаюсь, конечно,
Но, возможно, я попытаюсь раскопать, от чего именно такая одежда. Однако мы тут с вами видим намек на то, чем он занимается. У него план, собственно, этого храма. Это, можно сказать, как это, бригадир, да, который следит за выполнением работ. То есть архитектор. Он тоже строит храм, как и каменщик. Вот. А вот монах, это, ну как, заказчик, клиент. Это для него строит этот храм. И он тоже как бы строит храм, потому что он платит за всю эту работу. Он заказывает музыку, можно сказать. Дело в том, что у масонов есть история о том, ну, то есть они любили любого рода метафоры, аллегории, да и сейчас, наверное, любят, они ж не делись никуда, да, есть масоны, живут и бодрствуют, управляют миром, да. И вот эта история, это чисто масонская история. Во-первых, мы с вами видим масонов, как ни странно, потому как вот их эти, скажем так, я досконально не помню, как именно звучали их степени, да, но вот был подмастерье, мастер, там, брат-масон и прочее, прочее. И мы с вами видим степень развития одного и того же, как бы, человека в ходе развития, скажем так, его личности. Есть такая байка о том, что сначала, ну, вот есть 3 человека, все они строят храм. Каменщик кладет камень на камень. Он не знает, зачем тут нужна эта стена, но он хорошо знает, как класть камень на камень. Идеально это делает лучше всех. Есть архитектор. Он сообщает каменщику, где нужно положить стену, какой высоты должна быть стена. То есть он составляет план действий, рисует чертеж, и этому чертежу нужно соответствовать. Да? Это вторая как бы степень. И третья степень — это клиент, который в принципе тоже строит храм. Он знает, где, какие должны быть помещения в этом храме, какой высоты должен быть храм, какие толстые стены, какой ширины двери, чтобы много людей зашло. Ну вот это вот все, да. И он тоже строит храм. И вот все они все вместе коллективно строят храм. Хотя каждый занимается своим делом. Один кладет камень на камень, другой рисует чертежи, третий оплачивает всю эту музыку и объясняет, зачем все это нужно. Да? Он строит храм для людей, как бы по итогу. И вот такой аллегорией масоны пользовались, чтобы дать понять новоприбывшим, нововступившим неофитам, скажем так, в свой орден, что у каждого свои задачи. Если ты новичок, у тебя младшая степень посвящения в дела ордена, ты должен спокойно себе работать, заниматься тем, что тебе сказали старшие братья, старшие товарищи. Они тебе показывают чертеж и говорят: завтра идешь туда, делаешь что-то, да? Ну и, соответственно, самые старшие братья, они в общем и целом развивают всю эту систему в каком-то направлении. Они в целом строят храм, чтобы люди туда приходили, люди развивались, тянулись к высокому, доброму, вечному и становились лучше. И вот каменщик, который кладет камень на камень, и кроме камней ничего не видит, на самом деле тоже помогает людям стремиться к разумному, доброму, вечному, но на таком материальном уровне, на своем. Таким образом, по этой карте у нас идут в основном значения того, что работая в коллективе, допустим, либо развивая отношения с каким-то человеком, с какими-то людьми, вы должны понимать, что у каждого человека своя жизнь, у каждого человека своя степень воздействия на этот материальный мир. И, соответственно, он должен придерживаться своей линии поведения. Если он хорошо разбирается в своем деле, он должен разбираться в свое дело. В чужое дело лезть не надо. Плохо будет, если монах начнет учить каменщика, как тут вырезать эти камни. Да? Все может рухнуть, если монах без каких-то навыков, без каких-то теоретических и практических знаний, да, начнет советовать практику, как вообще делать это все дело. Закончится нехорошим. Поэтому каждый должен соответствовать своему месту, каждый должен заниматься своей работой. Если ты рабочий, работай. Если ты бухгалтер, сиди, считай цифры. Если ты начальник, заключай договора, продвигай компанию, выплачивай зарплату и прочее, прочее. Лезть советовать бухгалтерам, как там им что считать правильно, да, как 2 плюс 2 складывать, не надо. Занимайся своим делом. Точно так же, как и работяга, не должен лезть в контору и правильно, ну, и советовать правильно перекладывать, как они считают, бумажки с места на место. Я в своей жизни поработал на разных уровнях, да, разных, скажем так, ну, не то чтобы компаний, фирм, небольших, государственных, частных. И вот, как правило, ничего хорошего не происходит, если люди с одного уровня начинают советовать другим людям, как там им правильно нужно себя вести.
Вот. Хорошо. Что у нас, о чем говорит у нас эта карта? Об определенной иерархии. Кто-то должен быть главным и брать на себя ответственность. Почему? Потому что взаимодействие разных точек зрения, разных форм создает какую-то третью форму. Мы видим с вами, как два человека, договорившись между собой, что я хочу и как ты можешь это сделать, нанимают третьего, который выполняет для них эту работу. Да? То есть два человека, определившись, какая вот у меня точка зрения на мир, какая у тебя точка зрения на мир, могут договориться вместе, объединить эти точки зрения и создать что-то новое, что-то такое, еще что-то, новую форму создать. Процесс творчества. Но в общем и целом карта, конечно, говорит в первую очередь об иерархии. О том, что работая в коллективе, ты должен помнить, что ты работаешь в коллективе, и ты должен отвечать за свою часть работы. По тройке пентаклей, однако, мне тут кажется очень интересным, что каменщик стоит на приступочке такой, да, вроде бы как это намек на такие строительные леса, мол, стройка идет, можно так сказать. Но достаточно интересно, что художница, да, Памела Колман Смит, соавтор Уэйта, соавторша, как там правильно-то, да? Как она это нарисовала? С подачи ли Уэйта она это сделала, либо сама придумала. Но мне кажется очень важным, что тут есть эта приступочка. Можно было просто нарисовать каменщика, который кладет камень на камень, либо там вырезает какую-то скульптуру, какой-то узор на стене. Но вот эта приступочка, она поднимает визуально работягу повыше, чем начальник и чем клиент. И вот это, мне кажется, очень интересно. Почему? Потому что у нас тройка пентаклей. И вот это на самом деле важно. Тройка пентаклей — это земное ощущение, материальное. А с материалом, конкретным, физическим, работает у нас как раз вот этот товарищ, как раз каменщик. Поэтому это как бы такой намек, что по тройке пентаклей основное внимание нужно уделять материальному, в первую очередь, миру. Вот здесь и сейчас. Поэтому, когда выпадает тройка пентаклей в отношениях, допустим, особое внимание нужно уделить именно на физическую сторону отношений. На внешний вид, допустим, на какие-то физические ощущения, на запах, на вкус, приятно, неприятно, мягко, не мягко, тепло, не тепло. То есть вот что-то такое. Это скорее намек на то, что основа отношений закладывается в физических отношениях, в сексе. И если есть какое-то физическое соответствие партнеров друг другу, если они вдвоем могут договориться до чего-то реального, тогда у них что-то может произойти, что-то может получиться. Но в первую очередь нужно обратить внимание на физическую основу отношений. В работе, если мы смотрим на пентакли, самое главное люди, те, которые создают продукт. Без создания продукта, собственно, ничего у нас получаться не будет. Ты либо создаешь продукт и должен думать об этом, либо создаешь какую-то услугу, должен обращать внимание на физически, материальное качество этой услуги. Это самое главное. Так, что у нас по комментариям? Если рассматривать, так, про двоечку чуть-чуть попозже, если рассматривать тройку пентаклей в сфере внешности, производимый эффект на окружение внешним видом, может она означать хорошее впечатление или перебор со значимостью? Перебор со значимостью вообще, все негативные аспекты идут по перевернутой карте. По перевернутой карте мы слишком высоко обращаем внимание на какой-то один аспект. Какой-то аспект внешности выделяем слишком сильно, слишком придаем значение этой внешности, форме объекта. Да? По прямой же карте, да, мы придаем внимание в первую очередь физическому внешнему виду. Вот производимый, это не столько производимый эффект на окружение, сколько вот концентрация вот как раз на этом физическом эффекте. На физическом ощущении вас. Если вам комфортно в этой форме, то по тройке пентаклей в первую очередь важен комфорт. Потом уже, конечно, внешний вид. Почему? Потому что внешний вид, внешняя форма по пентаклям должна быть удобная, комфортная. А вот обращать на себя внимание других людей, социальный, скажем так, аспект этой формы, у нас идет уже по тройкам жезлов. Почему? Потому что тройки жезлов — это влияние на других людей в социальном аспекте, на влияние их желаний. Что такое привлекательный внешний вид? Привлекательный внешний вид — это когда вас, грубо говоря, хотят.
А желание это как раз эти самые жезлы. Понимаете? Вот. Пентакли это физическое ощущение. Ну, скажем так, тут у нас идет физический аспект желания, а вот тут у нас идет социальный, страстный аспект желания. Да? То есть, собственно, само желание. Желание взаимодействовать, обмениваться энергией. По тройке пентаклей вами могут просто восторгаться вашим внешним видом, но не обязательно это может вести к каким-то действиям. Пентакли, опять же, такая стихия спокойная, относительно стабильная. Вот. И если у вас в коллективе сложились какие-то внутренние взаимоотношения, обоснованные практикой, если это работает, оставьте вот так, пусть работает. Вот. То есть, что у нас происходит? У нас есть одна форма, вы знаете, как вы это видите, вы знаете, как это видит другой человек. Взаимодействие вы находите какую-то третью форму. Да? Например, монах видит храм таким вот красивым, супер-супер таким радужным, да? Архитектор видит это по-своему, функционально более, да? Это, да, должно быть красиво, но стены должны стоять, чтобы не рухнули. Мало ли, что там себе монах придумает, архитектор знает, как это будет работать, а как это работать не будет. Но важно еще и взаимодействие по всем аспектам. Каменщик знает, сможет ли он создать такие стены, либо в материальном мире это невозможно, нереально. И вот если в материальном мире это невозможно, нереально, любые другие мечтания двух других сторон абсолютно не важны. Поэтому форма тут физическая, материальная реальность. Да? Материальная реальность, она превалирует. Нужно отталкиваться от материального мира. Это у нас по пентаклям. Практичность в первую голову. Главное значение карты это, конечно, взаимодействие разных форм. Взаимодействие разных физических ощущений. В отношениях это понимание того, что такое взаимодействие. Это понимание того, кто главный. Иерархия идет по тройке пентаклей. Какой-то пентакль должен быть сверху. К чему-то должны стремиться все. Что-то должны, кто-то должен признавать начальника над собой. По тройке пентаклей идут, допустим, традиционные отношения между мужчиной и женщиной. Мужчина управляет, женщина подчиняется. Такие домостроевские чуть-чуть понятия, да, но тем не менее они приводят к какому-то реальному физическому результату. Отношения начинают развиваться, может получиться что-то третье. Да? Если одна сторона активничает, вторая принимает эту активность, получается какой-то результат. Но без понимания того, кто главный, кто активный, а кто второстепенный, кто пассивный, никакого взаимодействия может не быть. Если обе стороны пассивны, никакого действия не будет. Если обе стороны активны, будет не взаимодействие, а скорее наоборот будет конфликт. Но вот подчинение, традиционная форма отношений, да, где вы решаете, кто у вас в паре главный, вот это основное значение, скажем так, тройки пентаклей. Что по работе, что по личным отношениям. Всегда важно понять, кто главный, кто сверху, кто начальник, да. Можно ли описать тройку пентаклей как стадия развития ученика в мастера? Ну вот масоны упирали на это, что сначала ты кладешь камень на камень, ты строишь стену, ты строишь храм. Вот. Потом ты перестаешь класть камень на камень, но ты начинаешь рисовать чертежи, ты рисуешь эти стены, ты строишь храм. Ну и, собственно, третья степень развития, это ты перестаешь участвовать в какой-то такой бытовой деятельности, да, такой надоевшей, скучной, занудной бытовухе. Начинаешь просто развивать теорию, да, движешь людей к какой-то цели, работаешь уже как начальник, что ли, как руководитель, руками водишь, да, это уже монах, это тот, кто заказывает, собственно, музыку. Это третья степень развития личности, можно сказать. Нужно знать все с низов до верху. Но основное значение этой карты это все-таки иерархия, это понимание того, кто главный сейчас. Что означает тройка пентаклей в любовных отношениях? Чаще всего она значит понимание того, кто главный. Часто говорят, что тройка это любовный треугольник, но это плоское, такое вот прям визуально-физическое ощущение этой карты. Если у вас по тройке пентаклей идет любовный треугольник, это ваше значение. У меня крайне редко бывает такое значение, не могу сказать.
скажем так, по тройке пентаклей важно понять, какое физическое ощущение для вас важнее. Ощущение по отношению к вашему партнеру, либо к кому-то другому. Вы должны определиться, с кем взаимодействовать. Сделать правильный выбор. Хорошо. Самый лучший канал по Таро на Ютубе. Спасибо. Красноярский край, Минусинск. Привет из Киева. Ух ты, здорово как. Можно ли узнать в тройке пентаклей на каком этапе работы? Это уже в ходе расклада выясняется скорее. Это там видно. Тройка пентаклей в целом говорит о том, что вы должны понимать, что вы не равны с человеком. Вы взаимодействуете на разных уровнях. И залазить на чужой уровень нельзя. Важно понимать, кто главный. Либо вы главный, либо главный другой человек. Это выясняется уже другими картами в целом, скажем так, контекстом расклада. Так, что означает тройка? Так, только время сдачи объекта. Ну, тут сложно сказать. Хорошо. Хочу уточнить про двойку. Когда говорят о качелеобразных отношениях, какая масть об этом говорит? Пентакли или жезлы? Ну, если вас физически прям качает, то это пентакли. Да, если вам физически просто хочется секса с кем-то другим, то это пентакли. А если вы начинаете испытывать страсть, не то чтобы физическое влечение, а вот желание взаимодействовать с этим человеком, не только в постели, а вообще в целом, как бы, да, как-то вот обмениваться с ним интересами жизни, желаниями, да, сходить на концерт вместе, это уже двойка жезлов. Но я бы не сказал, что это прям качает. Ну, может, да, может временами качать. Хорошо, дальше, действуем дальше, смотрим дальше. Тройка жезлов у нас о чем говорит, да? Ну и, собственно, да, если вкратце сказать о перевернутой карте. По перевернутой тройке, либо вы слишком глубоко зарылись в подчинении и чувствуете, что у меня есть моя работа, я больше ничего знать не хочу. Вот это мое и все, не лезьте ко мне. Вот это может значить эта карта. Моя хата с краю, я ничего не знаю, перевернутая тройка пентаклей, либо перевернутая тройка пентаклей может значить, как это сказать, неумеренное воздействие на другую сторону. Вы начинаете лезть, учить другого человека, как там правильно банки закатывать, да? Когда муж приходит к вам на кухню и начинает вам объяснять, что ты не так банки закатываешь, ты не так борщ варишь, ты не так детей рожаешь, да, это все равно, что вы будете объяснять мужчине, что ты не так деньги зарабатываешь, нужно вообще вот так вот деньги зарабатывать, да. Извините за такие как бы сексистские, может быть, объяснения, но тем не менее в картах Таро очень много традиционализма, понимание того, кто главнее, кто второстепеннее, и вот такие примеры позволяют быстро ухватить суть. Поэтому я буду немного таким ретроградным, да, и как бы распределять роли в традиционном, немного средневековом таком стиле. Думаю, вы меня за это простите. Пан Роман, вы ранее говорили, что перестали использовать значения перевернутых арканов. Это касается и старших, и младших. Да, и старших, и младших. Но начинающим я советую работать с перевернутыми картами тоже. Это облегчает. Я всегда это сравниваю с работой, с ездой на автомобиле с автоматической коробкой передач. Когда карты переворачиваются сами, да, это освобождает вас от необходимости понимать, да, как-то вот тратить лишнюю энергию мозговую, да, на то, чтобы осмыслить, как эта карта хороша либо плоха в раскладе. Поэтому начинать я советую с перевернутыми картами, то есть, и с прямыми, и с перевернутыми. А впоследствии, если вы поймете, что вам достаточно комфортно самому решать, что и как там в раскладе, тогда уже можете брать прямые карты. Вот. Повышение по службе. Повышение по службе по тройке пентаклей идет скорее, если вы, скажем так, задумываетесь об этом, пытаетесь взаимодействовать в коллективе, чтобы подняться повыше. Вот. По тройке, может идти определенный рост, прирост, да, но это скорее по пентаклям, это скорее финансовое. Финансовое скорее, это вот может быть рост зарплаты, я бы так сказал. Это ближе. Хорошо, тройка жезлов. Вот когда мы говорили про двойку жезлов, у нас речь шла о чем? О желаниях. Вот у вас есть ваше стабильное желание, прикрученное шурупами к домашнему очагу, скажем так, да? И у вас возникает какое-то новое желание, и вы пытаетесь понять, а чего же именно вы хотите?
что лучше. Вот туда, либо сюда. Эта карта, это желание, либо это желание. И начинаете, соответственно, разбираться в этом своем новом желании. Крутите этот глобус в попытках понять, куда же именно вам хочется, куда же именно вам лучше поехать. Причем Уэйт, как я много раз повторял, я считаю, что Уэйт в эти карты закладывал именно в жезлы. Закладывал оттенок торговли. Потому что у нас присутствуют кораблики, и множество тарологов, да, считают, что там есть история такого как бы торговых отношений, что ли, да. И вот если рассматривать в самом деле, как человек, который знает свое постоянное желание, либо, допустим, чувствует желание другого человека, это хороший торговец. Хороший торговец всегда должен чувствовать, чего хочет клиент, чего хочет покупатель. И каждый должен отстаивать свое желание по двойке жезлов. Вы либо принимаете желание клиента, да, либо остаетесь при своих. По тройке жезлов вы можете не выбирать между желаниями своим, либо желанием клиента. Например, смотрите, двойка жезлов — это когда вы торгуете халатами, красивыми, в цветочки такие, да. Отличные, удобные, мягкие халаты. Хорошо продаются. Приходит такой, как Семен Семенович, да, и спрашивает: а у вас есть точно такой же, только с перламутровыми пуговицами? И вы понимаете, что это желание клиента отличается от вашего желания. Вы хотите просто продавать халаты, а он хочет у вас купить халат с перламутровыми пуговицами. И по двойке жезлов вы понимаете, что либо вы говорите: нет, у меня такого нет, и отстаиваете свое желание продавать только это, либо вы переходите на сторону клиента. Берете вот это второй жезл и начинаете бегать по всему миру в поисках источника этих перламутровых пуговиц, чтобы удовлетворить желание клиента, забывая об этом своем желании оставаться при своих. Да? Вот по тройке жезлов у нас идет договоренность между этими людьми. То есть у вас есть одно желание, у человека есть другое желание. Тройка жезлов, третье желание, это то, что происходит во взаимодействии этих двух желаний. Если при взаимодействии материальной стороны у нас возникает какая-то третья, да, что-то получается из взаимодействия разных людей, двух, вот один, второй, у нас получается что-то материальное, да, какой-то продукт, то из жезлов у нас получается общее желание, мы достигаем консенсуса, мы договариваемся. Давайте, допустим, мы сделаем вам халат не с перламутровыми пуговицами, а с позолоченными. И клиент такой думает: на самом деле бегать по всему рынку, искать эти перламутровые пуговицы, ну такое себе. И вы тоже думаете, что как бы упускать клиента тоже как бы не очень. Давайте ему предложим хотя бы позолоченные пуговицы, пойдем ему навстречу, сторгуемся на каком-то среднем варианте. И вот когда вы свои желания сливаете в одно, соединяете, у вас получается третье желание. Какой-то консенсус. Вы договариваетесь, вы сторговываетесь. По тройке пентаклей из взаимодействия людей получается что-то материальное. Да? Я поработал, ты поработал, у нас получился храм. По тройке жезлов я хочу это, ты хочешь это, мы вместе вдвоем хотим чего-то среднего такого, договоренного. Тройка жезлов — это умение договариваться. Если двойка жезлов — это умение понять желание клиента, либо свое второе желание, да, и выбрать нужное из желаний, это либо это, вот, то тройка жезлов — это уже умение как бы составить из желаний клиентов что-то общее. Например, смотрите, то, что касается не клиентов, не других людей, а вас, ваших собственных желаний. Хотите вы, допустим, чего-нибудь вкусного? Подходите к холодильнику, открываете и видите, что там лежит шоколад и там лежит мороженое. Вкусное сливочное мороженое, пломбир за 20 копеек. Да? И вы так думаете: так, что бы такого? И вот шоколад — тема вкусная, и мороженое — тема вкусная. Что бы мне выбрать? И вы выбираете либо шоколад, либо мороженое. Вот и все. Все очень просто. Вы обращаетесь к какому-то желанию своему. По тройке, по перевернутой двойке жезлов, да, вы мечетесь между этими двумя желаниями. Что же выбрать? Шоколад или мороженое? По тройке жезлов
вы понимаете, что ага, и шоколад хорошо, и мороженое интересно. И вы берете шоколад, берете мороженое, берете терку и натираете шоколадную стружку в это мороженое. И получается у вас, что вы как бы объединяете два этих желания в одном. Это уже не просто мороженое, не одно желание, и не просто шоколад, не второе желание. Это уже шоколадное мороженое. То же самое происходит при общении с людьми. Один человек хочет одно, второй человек хочет другое. Когда мы складываем эти желания, у нас получается что-то третье. Какое-то общее желание. Это умение сторговаться, это умение понять, что, ну, допустим, почему там кораблики плывут? Вообще, при чем тут шоколадное мороженое, да, и кораблики? Дело в том, что тут, я подозреваю, Уэйд рисовал торговца. По-моему, у Бансхофа было, да, что это торговец, который ждет прибытия товаров. По сути, все очень просто. У вас есть, скажем так, товар, у нас купец, да, как бы нам договориться, чтобы из этого получилось интересно, чтобы все были довольны. И волки сыты, и овцы целы. Человек понимает, что в Китае можно дешево купить чай, а в Лондоне его можно продать дорого. Это вот две разницы. Две разницы, это вот он смотрит человек, вот там Китай, там Лондон. Две разных цены. По тройке он понимает, ага, на этом можно заработать. Можно совместить эти два желания. Тут люди хотят продать, а тут люди хотят купить. Если ты совместишь эти два желания и что-то сделаешь, ты как бы заработаешь на этом желании. Себе процент за посредничество, скажем так. То есть все торговцы, они же посредники между производителем и конечным потребителем. Вот это тройка жезлов. Умение соединить два разных желания. Надеюсь, понятно. Объясняю. Есть ли у младших арканов временной период? Сутки, день? Ну, я не знаю, у меня, как я определяю. Я просто заранее определяю временной период, да. Допустим, самый стандартный мой временной период это 3 месяца. И я смотрю, что там у человека происходит в течение 3 месяцев. Будет то, что он хочет, или вряд ли это осуществится. Вот. Опять же, если человек спрашивает, когда у меня произойдет вот это вселенское счастье, да, я предлагаю, давайте посмотрим, допустим, на год вперед, произойдет ли с вами это вселенское счастье. Либо давайте посмотрим на 3 недели вперед. Но это я не очень люблю, слишком близко. Это как руку подносить слишком близко к лицу тоже. Видишь детали, но не видишь картины в целом. Слишком далеко тоже. В целом ты понимаешь, что там что-то какая-то ерунда, да, но что именно это за ерунда тоже не видно. А вот какое-то среднее расстояние вам позволяет и форму оценить, и содержание. Поэтому, ну, для меня 3 месяца это оптимальный, скажем так, отрезок просматриваемого времени. Вот. Поэтому я просто сразу беру отрезки времени и смотрю, да или нет, есть там или нет того, чего человек хочет. Мне так проще. Вот. В отношениях. Что эта карта значит в отношениях? Умение сплавить два желания в одно. Да? Например, вы хотите покушать, да, а ваш партнер хочет в кино. Что делать-то? Да? И хорошо, если вы живете в Америке. Вы садитесь в машину и едете в, как это, car-movie, или как это называется. Там, где такие большие парковки, можно приехать машиной, купить какой-то еды себе в машину. Там прям девушки ездят на роликах и развозят эту еду, гамбургеры и прочее такое. Экран стоит большой, себе на радио вывести звук с этого экрана. И вот в этих вот автомобильных кинотеатрах совместить два ваши желания. Вы хотите поесть, а ваш молодой человек хочет в кино. И вы совмещаете кино и поесть. Понимаете? Ну вот. То же самое происходит в отношениях в любых. Если вам хочется так, мужчине хочется этак. Пробуйте как-то слить это воедино и сделать что-то такое вот интересное. Да? Совместить приятное с полезным. По тройке жезлов. Перевернутая тройка жезлов скорее говорит о том, что достигаемый консенсус, то, до чего вы договариваетесь с человеком, кого-то все-таки не устраивает. Перевернутая тройка не говорит о том, что вы поругались. Перевернутая тройка говорит о том, что то, до чего вы договорились, все-таки не очень позитивное для вас, либо очень непозитивное. Это, скажем так, ну, допустим, вы хотите купить машину за 5000 евро, а продавец, автодилер, хочет вам продать машину за 10 000 евро.
И вы где-то там допускаете себе, что ну окей, согласиться там ни нашим, ни вашим 7500 евро, это ну нормальная, хорошая тройка жезлов. Он хочет, я хочу, мы посередине где-то договариваемся. Мне 2,5 добавить, тебе 2,5 скинуть. А вот перевернутая тройка жезлов говорит, что дилер уперся и говорит, нет, вы знаете, только за 8500 я могу вам продать. И вы понимаете, что да, вы можете договориться, но цена такая, не та, которую вам хотелось бы видеть. Да, то есть, в принципе, возможно, договоренность есть. Теоретически возможность договориться есть. Но по перевернутой тройке она вам не нравится, неприятно, негативно для вас. Вот. Как-то так. По перевернутой тройке жезлов может идти шантаж. Ты хочешь сохранить инкогнито, а я хочу денег заработать. Давай мы договоримся с тобой. Для вас это, конечно, плохо. Да, потому что от вас заставляют хотеть того, чего вы не хотите изначально. Да, какие-то деньги платить какому-то жулику, шарлатану. А в прямом положении это вот умение договориться, умение сторговаться, умение заключить договор с кем-то. Ну вот, как-то так. Надеюсь, это понятно. Разница между стихиями в том, что по пентаклям вы производите какой-то реальный продукт. Вы взаимодействуете с другим человеком и получаете либо деньги в результате, либо продукт, да, либо как-то физический аспект отношений. Вам либо приятно, да, либо физически неприятно общаться с человеком. Либо он вам нравится, либо не нравится, да, как-то. Ну, вот нравится и не нравится, это по двойке пентаклей. По тройке мы понимаем, что вот это физическое ощущение, смешение наших как бы феромонов с феромонами человека переводит вас в какое-то физическое состояние, которое, ну, является либо комфортным, либо дискомфортным. Вам либо приятно с человеком, и вы взаимодействуете с ним, либо вам неприятно с человеком, и вам все равно приходится взаимодействовать с ним. Вот. А по тройке жезлов это желание. Одна сторона хочет одного, другая сторона хочет другого. Если это ваше желание личное, то это как посыпать мороженое шоколадом. Да? Вам хочется и одного, и другого. Умение совместить порой несочетаемое, несовместимое, какие-то желания. Да? Вот это такая карта, которая часто мужчин заводит в тупик, потому что понять, как женщина может совместить несколько желаний одновременно, и еще это может выливаться в одно, да, общее такое желание, для мужчин порой бывает сложно. В отношениях тройка жезлов перевернутая может означать манипуляции. Ну, скажем так, манипуляции я бы, ну, по жезлам вообще, да, идут манипуляции. Вот, я бы сказал, ну, по тройке жезлов может быть. Но они такие очевидные и единовременные, скорее, не постоянные. Это когда вас убеждают в том, что вы хотите того же самого, что хоть. Скорее, вот двойка жезлов перевернутая, это ближе к манипуляции. Потому что сама суть манипуляции, это когда вы заставляете другого человека хотеть то же самое, что вы хотите. Вот это скорее перевернутая двойка жезлов, когда вас подводят не под ваше желание, а под свое желание, да? То есть мне хочется мороженого, вот, а моему партнеру не хочется ничего, да, ему хочется лежать на диване и там это самое, и смотреть телевизор. Я могу начать задвигать по двойке по двойке жезлов, говорить, а ты любишь мороженое? Он такой, ну да, в принципе люблю. А правда вот мороженое вкусное? Да, правда вкусное. А ты помнишь, что у нас в морозильнике есть мороженое? Да, помню. А я, ну раз ты любишь мороженое, ты его, наверное, хочешь сейчас. Ведь ты же хочешь мороженое. Человек начинает представлять себе, думать, да, в самом деле, наверное, было бы неплохо сейчас кушать мороженое. Он и не подозревает, что его желание это лежать на диване и смотреть телевизор. А вы ему подводите свое желание под его. Это ты хочешь мороженое, иди сходи, принеси заодно и мне. Это когда вы заменили желание партнера своим желанием. Вот это перевернутая двойка жезлов. Скорее так. Тройка жезлов – это когда вы договариваетесь. Это когда вы говорите, ты знаешь, я очень хочу мороженого. Он такой, а я хочу лежать на диване и смотреть телевизор.
А вы ему говорите, ну, давай так, ты мне принесешь мороженое, да, а я тебе потом вечером за это что-то приятное сделаю там в постели, да. Вот, сразу вызывает желание, да, сразу появляется новое желание, третье какое-то общее, да, и вам хочется, и ему хочется, и все нормально, понимаете? Перевернутая двойка жезлов может означать верность. Почему бы? Не знаю, не знаю. Нет, вряд ли к верности тут отношений не имеет, мне так кажется. Тем более перевернутая. Верность — это положительное значение. Да, разве что верность, которая вам мешает, например, верность вашего любовника его супруге, да, которая, эта самая верность не дает ему взаимодействовать с вами, не дает ему сохранить верность своей жене. Тогда это как-то вот верность. Но это не по двойке жезлов, это какая-то другая карта. Сейчас я вряд ли буду на эту тему уходить, потому как у меня тройка жезлов. У нас тройки все-таки сейчас, да. Вот, но я думаю, что по тройке жезлов вы как-то так прочувствовали. Тройка мечей. Давайте посмотрим интересную карту. Тройка мечей. Во-первых, достаточно известная карта. Ее часто там любят рисовать везде, в кино показывать и прочее, прочее. Почему? Потому что она прям такая, сердечко пронзенное, ну, красиво. Романтично, да? В значениях обычно люди предпочитают ее показывать как неправильную. Да? Ну, то есть это не то, что вам хотелось бы. Это печаль, грусть, все плохо, да, вас обидят, какие-то обиды. Почему? Потому что, во-первых, сердце, пронзенное чем-то острым, это уже само по себе символика сомнений, терзаний каких-то внутренних, душевных. Да? Во-вторых, там еще дождик идет. А дождик — это, конечно, слезы, и вот это вот все печальное, да. Но не все так плохо. Да, не все так плохо, когда мы вспомним, что у природы нет плохой погоды, что дождик — это хорошо для роста грибов, допустим, да, для озимых снег — это тоже хорошо, да, и вот это все. По тройке жезлов, по тройке мечей нужно понимать, что у нас идет взаимодействие, как мы с вами уже выяснили в двух предыдущих картах, да, в тройке жезлов и в тройке пентаклей, идет взаимодействие. И если по тройке пентаклей идет взаимодействие на материальном уровне, да, взаимодействие форм, по тройке жезлов идет взаимодействие желаний, ваши страсти смешиваются со страстью вашего партнера, и вы начинаете вместе страстно что-то хотеть, чего-то вот совместного, общего, мороженого с шоколадом, да, то тройка жезлов — это, конечно же, взаимодействие двух аспектов разума, двух мыслей. Если по двойке мечей вы понимаете, что вот есть один способ действия, и есть второй способ действия, да, можно так подумать, а можно так подумать, можно так рассчитать, а можно так рассчитать, по тройке мечей у нас получается какой-то вывод из взаимодействия двух этих точек зрения. Например, по двойке мечей вы обладаете неким способом действия, некой информацией, которая вам позволяет что-то делать. Потому что мечи, напомню, это воздух, это активное действие, это применение силы, скажем так, если уж так совсем упростить. Второй меч — это второе применение силы. Это, да, как помните, вот эти задачки по физике. Один вектор силы, второй вектор силы, и они тянут в разные стороны. Вот. И вы должны выбрать либо налево повернуть, либо направо. Принять свою точку зрения, либо поменять ее на точку зрения вашего партнера, либо другой стороны. Это двойка мечей. Вот. По тройке мечей можно сказать, что в споре рождается истина. То есть какая-то ваша мысль, ваш образ действия, есть какой-то альтернативный способ действия, альтернативная информация. Альтернативная сила, которая воздействует на что-то. И вы понимаете, что ни один способ не хорош, ни второй. Но если их совместить, да, помните, опять же, как задачки по физике, сложение двух векторов дает третий вектор силы. Он складывает как бы эти силы и взаимодействует, продвигает вас в каком-то другом направлении. Это изменение вашей точки зрения. Не на чужую,
не на альтернативную, а как бы общий вывод, общее действие. Например, ну, собственно, сама картинка-то, да? Пронзенное сердце — это достаточно часто встречающаяся в христианстве тема. Но это немножко другая тема, которая созвучна. И я думаю, что Уэйд как христианин, а он, я помню, я думаю, что вы помните, он был христианином, причем таким убежденным, да? Тройка мечей напоминает олдскульные тату. Ну, тогда так рисовали. Тут, в принципе, все карты напоминают олдскульные тату, да, если уж так взять. И, кстати, любят рисовать. Татуировщики, такая тема развитая в тату. Это я тоже знаю, как у меня как бы хобби. Одно из хобби, от которого я уже отошел, это татуировки. Я чуть-чуть умею их делать, да, и чуть-чуть люблю их рисовать. Хорошо. Тройка мечей, пронзенное сердце. Что это такое? Символика пронзенного сердца, во-первых, была использована в известной колоде Соло Буска, колода 15 века. Некоторые тарологи считают, что Уэйд оттуда содрал свои рисунки. Но в частности, это совпадает, да, окей. Но я бы не сказал, что он оттуда взял все идеи, потому что большинство идей с Уэйдом не совпадают. Есть как бы созвучные темы, как тройка мечей. Но в общем и целом, там кто в лес, кто по дрова, очень разные темы, очень разная тематика может быть. Поэтому я бы не советовал руководствоваться именно этой колодой. Но, по крайней мере, в 15 веке такая карта уже фигурировала. Если мы посмотрим, в каком аспекте фигурировало сердце, пронзенное чем-то, это чаще всего раны Христа. Это символика ран Христа. Пронзенное в самое сердце, потому как ему, он когда висел на кресте, ему потом Пикой римский легионер как бы избавил от страданий. Понимаете? Вот на это намек. Теперь более пронзительный намек, о котором говорит пылающее сердце, пронзенное чем-то, да? И прям физические слова, которые были достаточно известны у христиан поствикторианской эпохи, да? В частности, ты пронзил сердце мое стрелой любви твоей. И если вы помните, пронзенное, именно сердце, пронзенное стрелой, это не такой как бы давний символ, как вам кажется. Это не от Эроса пошло. Эрос не в сердце стрелял, а вообще в принципе в человека, да? А вот про пронзенное сердце говорил, особенно известен был святой Августин. Его очень часто рисуют вот с таким пылающим, охваченным страстью сердцем, либо с пронзенным сердцем. Вот. Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе. О чем это говорит, да? Может быть, как-то так, это слишком, пока кажется притянутым за уши, да? Но есть прям такое понятие, Пресвятое сердце Иисуса, которое успокаивает твои душевные терзания, твои душевные муки, душевные раны. Сердце, пронзенное мечами, это символика того, что вот у тебя был один образ мысли, а кто-то пришел и подал тебе другую идею. И ты, взаимодействуя с этой идеей, осознаешь что-то для себя новое. Начинаешь по-новому смотреть на мир. Познаешь какую-то истину, которую без другого человека ты бы и не познал, допустим, да? Тройка мечей — это взаимодействие двух сил, взаимодействие двух идей, которое рождает третью. Да, появляется какая-то новая идея. Почему эта карта печальна? Потому что карта мечей, в принципе, для отношений, а 90% раскладов, да, вы делаете на отношения. Я делаю и все делают. Примерно, 85-90%. И взаимодействие по мечам — это не, скажем так, не полюбовное договоренность. Это умение убедить человека в том, что ты прав. Как бы заставить поверить. Заставить его принять твою точку зрения. Чем? Если по мягкому, хорошему, правильному варианту, то правильной информацией. Вот, по двойке мечей у вас есть одна точка зрения, одна информация, и вторая, и вы принимаете либо одну, либо другую. По тройке мечей вы складываете ту информацию, которая есть у вас, информация, которую вам сообщил партнер, и начинаете взаимодействовать на основании не только вашей информации, но и на основании информации партнера. То есть он вас в чем-то убедил,
и вам приходится отказываться от своей точки зрения, вам приходится как-то перекручивать ее по-новому. Вы понимаете, что это, ну, скажем так, отход от своей точки зрения. Нужно жертвовать своей точкой зрения, чтобы прийти к чему-то новому. Это всегда печально. Да? По тройке мечей нужно не делать то, что тебе хочется. Делать то, что тебе хочется, это соглашаться с собой, либо как бы, ну, понимать, что ты приходишь к умиротворенности. Это уже скорее тройка кубков. Это когда вам нравится взаимодействовать. А тройка мечей это когда вам приходится взаимодействовать, потому что вы головой понимаете, что да, тут ничего не попишешь, логически он прав, нужно принимать его информацию к сведению, грустно-печально, но нужно делать. Это когда вас переубеждают, дают вам новую информацию, смешивают вашу информацию с информацией другой стороны. Вот. По перевернутой тройке мечей там может быть обида. Почему обида? Потому что у вас есть одна точка зрения, вам сообщают другую точку зрения. Та, которая вам не нравится. И вы чувствуете, что это на вас влияет. Допустим, по двойке мечей там все просто. Вы считаете себя умной, красивой личностью, а какой-то другой человек приходит и говорит, ты и некрасивая, и дура еще. Да? И вот вы можете принять эту точку зрения, чужую, да, и тогда двойка мечей будет, ну, для вас тяжелой. Либо отринуть эту точку зрения и сказать, ну, мало ли, что ты там думаешь, я вот тебе не верю, да, я вот хочу и верю себе только. По тройке мечей вы начинаете задумываться, вы начинаете обрабатывать эту информацию и пытаться сравнить со своей информацией. То есть на информацию о том, что вы красивая и умная, накладывается, возможно, фальшивая, ложная информация о том, что вы там глупая дура, да? Либо глупый дурак. И это дает оттенок. Вы начинаете задумываться о том, а почему он так думает, с чего это он взял, что ему так во мне не понравилось, что заставило его прям вот мне высказаться, да? И вы начинаете думать, что возможно в чем-то он прав, возможно я кому-то могу не нравиться. Вот. И по тройке мечей вы понимаете, что для того, чтобы взаимодействовать с другим человеком, нужно подстраивать свой способ действия с другим способом действия. Свою точку зрения с другой точкой зрения. Вы должны учитывать, что люди разные и у них разные точки зрения. Это, конечно, обидно. Обидно, когда с вами не соглашаются и вам приходится подстраивать себя под точку зрения другого человека. Прямая тройка — это как бы, ну не то чтобы грустно-печально, но вы понимаете, что вот я блондинка. А партнеру нравятся брюнетки. Либо рыжие. Пусть будет рыжие, да? У меня вот жена рыжая, да, мне нравятся рыжие. Вот нравятся рыжие, да? И вы понимаете, что для того, чтобы вы грамотно взаимодействовали, вам как-то нужно перекраситься, ну пусть не в рыжую-рыжую, да, но в такую, в рыжеватую блондинку, да. Вот. Вам приходится все-таки что-то делать, чтобы и партнеру тоже понравилось то, что вы делаете. Вот подстраиваться под другого человека, это не очень хочется. Хочется, чтобы с вами соглашались всегда. Поэтому тройка мечей — это такая карта островатая, обидная немного. Но я бы не сказал, что она опасная. Потому что тройка — это на троечку так. Ну, обидно, да, но это обидные слова какие-то, может быть. Обидные действия, которые легко исправить. Потому что у нас 10 карт, да, то есть на троечку это так слабенько. Но уже нужно учитывать. Если по двойке мечей вы можете как бы отринуть чужую точку зрения, то по тройке мечей вы вынуждены ее учитывать все-таки. Понимаете, у вас уже нет особого выбора. По тройке мечей вы должны складывать информацию о себе со своей точки зрения. Вот, как-то так. Перевернутая тройка — это вывод, который вам ну совсем не нравится. Это когда вы понимаете, что возможно вы в чем-то ошибались, либо слова человека настолько обидны, что вас ранят чуть ли не в прямом смысле слова. Очень обидно. Это обида, которая затянулась, допустим, да, на долгое время. Это невозможность как-то договориться. То есть вы понимаете, что вы вынуждены договариваться, вы вынуждены как бы учитывать информацию, учитывать взаимодействие с партнером, подстраиваться под действия партнера. И либо вам нравится это,
по прямой тройке вы думаете, о, как хорошо вместе, да. Либо вам не нравится это по тройке, как плохо, что мне приходится свои привычки ради другого человека менять. Да? Вот. То есть, сравнивая с мороженым опять же. Допустим, вам нравится шоколад. А вашему партнеру нравится мороженое. Вы приходите в магазин и понимаете, что как бы денег у вас хватает только либо на шоколад, либо на мороженое. И либо вам нужно по двойке мечей как бы принять его способ действия, либо по своей двойке мечей заставить его принять вашу точку зрения. Либо то, либо то. А по тройке мечей вы понимаете, что надо находить консенсус, да, надо действовать одинаково, и вы вместе идете и покупаете шоколадное мороженое. Вы не то чтобы совмещаете желания, вы совмещаете способ действия. Вот. Вы находите логику взаимодействия. По перевернутой тройке это то, что вам не нравится. Вот вам хотелось шоколада и все тут, да? А приходится есть шоколадное мороженое. Ну, как бы там шоколад тоже есть, но вот холодного не очень хотелось. То есть, но вы вынуждены действовать так, чтобы и ваша сторона учитывалась, и сторона партнера. И вот когда по тройке что-то может перевешивать. Получается, что если руководствуешься только своим сердцем, то холодные мечи разума могут помочь принять более правильное решение. Так оно так и должно быть. Логика всегда обидна для эмоций. Потому что мало ли что нам хочется. Мечи — это то, что мы должны делать. Мы должны сопоставлять нашу точку зрения с точкой зрения партнера. Понимаете? Мы должны учитывать это. Вот. И это всегда обидно. Хочется, чтобы нас просто любили. А тут какие-то условия. Да? И получается так, что либо ты будешь как бы покупать мне шоколадное мороженое, либо я тебя любить не буду. Хочется, конечно хочется, чтобы ваш партнер сказал: да, я люблю мороженое, но фиг с ним, я ради тебя и шоколада поем. Да? Это двойка мечей. Прямая, правильная. По тройке мечей он говорит: слушай, ну я, конечно, давай хотя бы шоколадного мороженого, что, ну, консенсус какой-то, договоримся, вместе сделаем что-то, вместе будем. Да? Вот. Желание, необходимость подстраиваться под другого человека всегда расстраивает. Особенно если это прям такие вот отношения эмоциональные. По работе там может быть просто обида. Да? Вот вы, по работе эта карта не так страшна, потому как вы по работе что-то делаете определенным способом. А когда кто-то приходит другой и говорит: ты так не делай, ты делай так. По-другому делай. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Да? И вы понимаете, что как бы, да, действовать по-старому уже не получится, потому что этот человек мешает. Нужно учитывать его мнение, учитывать его действия. Он не то чтобы вам говорит, но просто рядом с вами начинает делать что-то. И вам приходится тесниться как-то, учитывать то, что он тут тоже что-то делает. Допустим, по тройке мечей вы работаете на кухне. И у вас есть стол ваш рабочий. Вы режете там, грубо говоря, огурец для суши. Вы там хороший повар, который делает суши. Сушист, или как это называется. Вот. И как бы нанимают нового работника, и места-то не очень много, и он приходит и такой говорит: ну, подвинься, что ли. Я как бы мне тут тоже надо резать. Ты будешь суши резать, я буду там рыбу резать. И вы понимаете, что по тройке мечей, да, приходится отступать от своего привычного способа действия, да, и учитывать то, что рядом еще кто-то машет ножом. Вы уже так широко махать ножом не можете. Вам приходится как бы учитывать, тесниться немного. Всегда обидно. Но если вы человек компанейский, если вы понимаете, что это на благо, если вы понимаете разумом, мечами, разумом, успокаивайте свои эмоции, да, конечно, обидно, но это для общего блага, ты рассчитываешь, понимаешь холодным разумом, что ты тут не этого, не обижайся, люди работают в конце концов. Что за обиды? Тогда все нормально. Понимаете? Вот. Эмоциональный аспект, конечно, присутствует, поэтому Уэй тут и нарисовал. Иногда разум, когда приходится подчиняться разуму по тройке мечей, иногда это бывает обидно. Но, тем не менее, логично. О каких обидах может речь, да? Как бы, да, дружба дружбой, а служба службой. Вот это тройка мечей. Отделение эмоционального от необходимости действовать. Так,
Роман, скажите, пожалуйста, чем отличаются расклады с перевернутыми картами от всех прямых? Как грамотнее делать? Грамотнее делать так, как у вас лучше получается. Делайте расклад на перевернутых и делайте расклад только на прямых. Смотрите на результат. Если у вас лучше получается работать с прямыми, работайте с прямыми, так будет грамотнее. Если у вас получается больше аспектов видеть прямыми и перевернутыми, работайте так. Нельзя сказать с убежденностью, что для человека правильно, пока человек не попробует на практике что-то. Да? Потому как в картах Таро, ну, как бы есть какие-то общие правила, но они такие, чисто теоретические. Пока вы не попробуете, вы не узнаете. А так я могу очень долго рассказывать о вкусе марципанов, но если вы ни разу их не пробовали, вы не поймете, что вкуснее, шоколад или марципаны. Поэтому пробуйте, действуйте. Вот как-то так. Хорошо. Хорошо. Надеюсь, я не обидел вас, да, но, тем не менее, это самый лучший способ понять, что для вас лично хорошо, правильно. Карты Таро — это очень такая индивидуальная тема. Очень. Вот. Почему? Потому что это водная стихия, эмоциональная. Вот эмоции людей разнятся очень часто. И какой-то общей формы может и не быть. Окей, двигаемся дальше. Тройка кубков. А вот эта карта уже такая веселая, позитивная. И очень часто считается, что тройка мечей — это прям плохо. Это будете ругаться, ссориться. Вы будете ругаться и ссориться по тройке мечей, если вам не хватит ума договориться с партнером. Понимаете? Тогда вы будете ругаться, ссориться. Вот. Умные люди, наоборот, спрашивают у партнера: а как ты привык это делать? Я вот мы съехались вместе жить, да, с каким-то с партнером. Как ты там, допустим, моешь посуду? Я, допустим, вот так мою посуду, а я вот так. Ну, давай как-то вот вместе будем пробовать, да, чтобы обоим было удобно. Это прямая тройка мечей, договоренность, разумная. Перевернутая тройка мечей — это я вот привыкла так мыть посуду, а вот он тут пришел и начинает по-своему мыть посуду. Он меня не любит, раз не хочет делать так, как я делаю. Вот это перевернутая тройка мечей. Это какие-то выводы такие, не очень логичные. Обоснованные скорее эмоциями. Ну, то есть, не та логика, не ваша логика. И порой бывает сложно. Благодарю за ответ, я так и думала, да, так и есть. Еще вопрос, когда будет следующий поток обучения? В этот не получается. Ну, осенний, да, уже полным ходом идет поток. Зимний поток в декабре месяце. Вы мне напишите, пожалуйста, в WhatsApp, да, либо в Telegram. И то есть в контактах в описании видео. Я вас запишу в списочек. У меня есть списочек, там уже порядка 50 человек, желающих на зимний курс. Он начнется в январе, скорее всего, но набирать я его буду в декабре. Вот. И там будет всего 14 человек. Поэтому как бы то, что вы попадаете в этот список, не будет значить, что вы точно будете обучаться. Людям из этого списка я просто рассылаю индивидуально, чтобы они не пропустили момент набора в группы. А вот момент набора в группу, он такой скорее там ближе к случайности получается, чтобы обидно не было. Кто раньше, кто позже. Потому как если вы только вчера узнали о том, что у меня группа, да, и человек ждет 3 месяца, либо уже полгода ждет, потому как он и в летний набор не попал, и в летний, и осенний, да, то, конечно, ему будет обидно. Ну и вам тоже будет обидно, если вам очень хочется, да. Вот. Опять же, кому-то больше надо, кому-то меньше надо. Я ж не знаю, кому там больше-меньше надо. Да? Поэтому вот элемент случайности такой. Это спортлото, да. Вот. Бочонки, конечно, из мешочка я тянуть не буду, но каким-то случайным образом я выбираю себе людей. Вот. То есть не то, чтобы я выбираю, как-то группы формируются, короче. Тройка кубков. Вот хорошая карта. Условно хорошая, да. Хотя каждая карта хороша, если она позитивно играет ситуацию. Тройка кубков просто, люди оценивают карты, хорошая она или плохая, по внешней форме, без понимания сути. Потому что тройка мечей — это взаимодействие двух идей, которые перерождаются в третью, порой очень обидную. Но не всегда обидную. Вот Уэйд нарисовал обидную в сторону карты, негативную, просто потому, что, вот с его точки зрения так чаще случается. Но, скажем так, наш опыт
наших поколений говорит о том, что люди приобрели больше логики и немного на задний план отставляют эмоции. Поэтому, ну вот нам эта карта не так плохо заходит, как 100 лет назад у это заходила. Тройка кубков. Ну, для всех всегда будет хорошо заходить, потому что тройка кубков — это взаимодействие эмоций. И опять же, тут карта нарисована такая радостная, веселая, все хорошо. Девушки танцуют. Что за девушки такие? Конечно, это 3 грации. Да, это прям узнаваемый образ. Тут далеко не ходи. Вот опять же этот самый там Эрот этот летает луком своим дурацким машет. В общем, хариты, если мы берем древнегреческий вариант, изящество, прелесть. В древнегреческой мифологии 3 богини веселья и радости жизни. Олицетворение изящества и привлекательности. Вот. Ну, как бы современные, скажем так, пропорции могут отличаться, но знаете вы их обычно вот по этим изображениям. Что же значит вот этот интересный символ, да? Мне вот в частности нравится у... Кто это? Боккаччи, да? Или как? Я вот не помню, я не очень знаток высоких художеств, люблю, да, но, по-моему, это Боккаччи, да. Поправьте меня, если я не прав. Но это фрагмент, опять же. Вот. Так, секундочку, я прервусь на секунду, да, а вы мне пока можете... Я вернулся, я на месте, да? Хорошо. Мне позвонили, прослушал ответ на свой вопрос. Мне тоже позвонили. Сохраните эфир, пожалуйста, пересмотрю потом. Я сохраняю такие эфиры, я специально их записываю. Эти эфиры являются базой для обучения, собственно, на моих практических занятиях. Поэтому не волнуйтесь, эфир будет сохранен. Так, собственно, 3 грации. 3 прелести, 3 радости жизни. Это, грубо говоря, олицетворение просто радости и веселья. То есть на тройке кубков мы с вами видим радость и веселье. Почему радость и веселье? Потому что вот есть эмоция человека, да, вот есть ваша эмоция. И тут по двойке кубков вы чувствуете эмоцию другого человека, вы понимаете, что вот ваше чувство, а вот чувство другого человека. И вам нравится эта эмоция, если карта прямая. Если человек неприятный, и вы чувствуете его эмоциональный фон такой, да, знаете, фонит немного, да, вот злой человек, и постоянно недоволен чем-то, у него постоянно какая-то эмоция неприятная. Это двойка кубков перевернутая. И вы как бы чувствуете эту эмоцию, но как, ну так, либо приятно с человеком, либо неприятно. По тройке кубков вы понимаете, что эта эмоция смешивается с вашей. Вы не то чтобы полностью перенимаете эмоцию другого человека, но вы понимаете, что ваша эмоция приобретает оттенок той эмоции, которую вам дает вторая сторона. Например, у вас хорошее настроение, вас пригласили на свадьбу. Да? И когда вы видите радость других людей, вы начинаете радоваться еще больше. Просто потому, что их эмоция подпитывает вашу эмоцию. И они как бы сливаются в одно общее чувство. Может, вам было немножко грустно. Вот. А другому человеку было, очень весело. И вот общение двух людей создает одну общую эмоцию. И вам становится веселее. Да? И человек,
чувствуя вашу эмоцию, что вам грустновато, он замечает, что вам грустно, он тоже немножко грустнеет от того, что он видит вас, но тем не менее, вот прямая тройка кубков, это когда положительные эмоции все-таки превалируют, когда вы улучшаете свое настроение общением с другим человеком. Да, вы просто радуетесь жизни, потому что вы видите вокруг радость этой жизни. Радость этой жизни, второй кубок, входит в вас, дополняет вашу эмоцию, ваш кубок наполняет его своей радостью, и у вас получается такой как коктейль из эмоций. Вот. Одному человеку радостно своим способом, другому человеку радостно своим способом. И они совмещают эту радость, и у них получается здорово. Например, один человек хорошо умеет петь, другой человек хорошо умеет танцевать. И когда вот где-нибудь на свадьбе один человек начинает петь, второй чувствует, что он подхватывает эту эмоцию и пускается в пляс. Да? Либо начинает подпевать тоже как-то. Вот это вот общая радость и есть тройка кубков. Что это значит в отношениях? В отношениях вы видите радость человека, и она смешивается с вашей радостью, дает какое-то новое чувство. Вам интересно взаимодействовать с другим человеком, потому что это рождает что-то новое. Это взаимодействие эмоций. Вы понимаете, что человек своими эмоциями влияет на ваши, меняет вашу эмоцию. По двойке кубков вы просто, скажем так, заменяете одну эмоцию другой. Вот. Например, по двойке кубков вам грустно, а человеку весело. Человек на вас воздействует, и вы берете его эмоцию, заменяете свою эмоцию его эмоции, да, и как бы понимаете, что вам тоже хорошо. Забываете о своей грусти. По тройке кубков происходит несколько более сложный процесс. Вы не убираете свою эмоцию, не заменяете ее другой, вы дополняете вашу эмоцию от эмоции другого человека. Вы как бы радуетесь на свадьбе за молодых и одновременно радуетесь, что это не ваша свадьба. Да, то есть, ну, что-то такое. Это радость жизни, это когда вы видите, как другие люди радуются, и они одновременно этим как бы подпитывают и вас еще. Перевернутая тройка кубков – это эмоции, те же самые эмоции, только они могут быть негативными. Вы точно так же подпитываетесь чужими эмоциями, смешиваете эту эмоцию с вашей, да? И получается так, что если эмоции плохие, то и вам становится плохо, грустно. Тройка кубков может говорить про любовный треугольник? Я ждал этот вопрос. Смотрите, по всем тройкам одно из традиционных значений — любовный треугольник. Почему? Потому что у треугольника 3 угла, а на карте тройка 3 аспекта. Да? 3 кубка, 3 меча. 3... То есть это такое плоское, бытовое значение. Вот. Но в любом случае карта говорит о том, что человек задумывается о каком-то третьем варианте. Да? То есть вот есть радость ваша, есть радость вашего партнера. Человек может думать о том, как совместить эту радость. Да? Как сделать из этого что-то еще более радостное. Вот. Это вот как, допустим, один человек умеет рисовать фломастерами, другой человек умеет рисовать акварелью. И вот по двойке кубков вы либо начинаете рисовать акварелью, либо начинаете рисовать, либо продолжаете рисовать фломастерами. А по тройке кубков вы рисуете и фломастерами, и акварелью. И получается еще круче. Еще больше оттенков. Новые какие-то нотки, новая радость, новые эмоции. Да? Вот. Вот это и есть, скажем так, аспект тройки кубков. Это может быть не так понятно, не так логично, как взаимодействие мыслей. Но кубки вообще, в принципе, сложно объяснимы, потому что там мало логики. В кубках есть эмоции, а эмоции и логика — это как бы вещи, ну, противопоставленные, скажем так. Поэтому их очень сложно объяснять, но их очень легко почувствовать. Представьте себя на свадьбе близких друзей, и это, ну, это не ваша свадьба, да, это не, ну, вы просто радуетесь за других людей. Вам приятно и интересно общаться с этими людьми, вы чувствуете их радость, и вы понимаете, что это из этого появляется что-то новое, какая-то новая эмоция, радость какая-то. Вот. Очень часто эта карта играет на праздники, да, то есть на корпоративы какие-то. И очень часто эта карта играет на алкоголь. Почему? Потому что в таких ситуациях обычно присутствует алкоголь, либо какие-то такие вот альтернативные стимуляторы. Прямая тройка кубков — это умение усилить
свою эмоцию. Алкоголь что делает? Алкоголь это в принципе усилитель эмоций. Когда вы выпиваете разумное количество алкоголя, я всегда говорю, что алкоголь это не зло. Зло это злоупотребление этим алкоголем. Да, в самом алкоголе ничего плохого нет, вы знаете. Да? Вот, если вы берете алкоголь, который сам по себе является усилителем эмоций, и усиляете свою эмоцию, она становится чуть-чуть другой, да, усиленной как бы под воздействием вот этой второй эмоции, алкоголя. Как бы. Если вам грустно, алкоголь добавит вам грусть. Если вам весело, алкоголь добавит вам веселье. Особенно если вокруг все радуются, веселятся. Но если вокруг все печалятся, если вы на похоронах, не дай бог, то, конечно, вам тоже становится грустно. Если все вокруг плачут, вы тоже начинаете плакать, потому что пропитываетесь этой эмоцией. Добавляете ее к своей. Ну вот. Так что прямая тройка – это эмоции, которые усиляются от взаимодействия с чужими эмоциями. И это хорошие эмоции. Вы радуетесь вместе с другими людьми, с другим человеком. Вместе. У вас как бы рождается общая эмоция. Перевернутая тройка – это вы печалитесь. Либо вам не нравится взаимодействие с этим человеком, но оно происходит. По работе, допустим, какой-то человек вам постоянно портит настроение. Работаете вы с ним в одном кабинете, сидите, и постоянно вот там что-то плохо, что-то не то, что-то не так. Да? Вот, он постоянно вам портит, грызет эти ваши эмоции несчастные, и они становятся другими. Вот, поэтому прямая тройка это может быть какой-то радостный праздник, какое-то радостное событие с другим человеком, да, чей-то день рождения, мероприятие, где люди радуются. Перевернуто это может быть эмоции, которые вам не хотелось бы накладывать на свою жизнь, но приходится взаимодействовать с людьми, и вам тоже становится грустно, плохо. Это муж, который приходит с работы злой, и у вас тоже настроение портится не так, как у него, но по своему же поводу. Да? То есть вода, она не то чтобы полностью меняется, она окрашивается оттенками второго кубка. Понимаете? Если там вино, а тут вода, то смешиваясь, он дает такой розоватый цвет, а не ярко-красный, как у вина, рубиновый такой, да? Ну вот, если там коньяк, а тут водка, смешивая, вы получаете что-то такое, ну вот, непонятного цвета. По двойке кубков вы выбираете либо коньяк пить, либо водку, да? По тройке вы можете намешать такой коктейль, что мама не горюй. Это может быть очень плохо, если вы не управляете, не владеете своими эмоциями. По тройке нужно осознавать, что ты делаешь. Тройка это текущая радость, сиюминутная радость жизни. И грации как раз и говорят о том, что нужно уметь радоваться в нужный момент времени, нужно ловить нужную правильную эмоцию, радоваться этому. Вот сейчас хорошо, ну и ладно, что там наперед загадывать. Хорошо тебе с этим человеком, ты взаимодействуешь с этим человеком, и тебе хорошо, и ему приятно, всем весело, здорово. Вот, как-то так. Любовный треугольник может быть по этой карте, если, ну, допустим, по прямой карте это может быть в самом деле взаимодействие. Но тут скорее видите эмоциональное взаимодействие трех людей. Любовный треугольник, допустим, по тройке пентаклей, это когда идет чистый секс, да, возможно, втроем. Всякое бывает, да. Ну вот, то есть, когда в ваш с партнером секс вмешивается кто-то третий. Это может быть как положительно, если вы поддерживаете такой, ну, иногда такие эксперименты для того, чтобы обновить, внести что-то новое в отношениях. И это, кстати, распространенная практика. Ну вот, либо карта перевернута, если вы не допускаете даже мысли об этом. И какой-то третий человек в ваших физических отношениях начинает портить налаженное взаимодействие двух, скажем так, каких-то физических тел. По тройке кубков может быть то же самое, да, только уже более опасная тема. Это уже эмоции. Тройка кубков это может быть, как это есть такая штука, полигамия. Да, то есть когда вы любите сразу двух людей. Ну, это, опять же, такое плоское значение этой карты. Вот прям визуальное.
Да, то есть буквально 3 человека есть, ну окей, 3 человека, может быть. Но эта тема, опять же, дается не всем, потому что не все люди умеют управлять своими эмоциями. Но я очень часто встречаю в своей практике, в консультациях, да, люди спрашивают, как так, я вот и его люблю, и этого, что делать-то? Ну, у женщин такое редко, а вот у мужчин часто. Я как бы и жену люблю, ну и любовницу люблю. Что ж делать-то, да? И вот совмещает как-то человек. Если ему это комфортно, и если любовница знает, что есть жена, если жена знает, что есть любовница, и это всех устраивает, может быть, они встречаются все вместе, может быть, они как бы не встречаются, живут раздельно, но это всех устраивает. Если всем нравится, то и хорошо, и ладно, да, и так пойдет. Вот. Но если карта перевернута, то это значит, что кого-то из этой тройки эмоции могут не устраивать. Вот. Ну, я думаю, что это и так понятно. Вот. Вот как-то так. Такие могут быть аспекты этих самых эмоций. Таким образом, что мы с вами видим? Давайте сделаем выводы. По тройкам у нас происходит взаимодействие. Если туз это в целом стихия, двойка это двойственность, стихийная двойственность, да, двойственность желаний. Я хочу одного, партнер хочет другого, и нужно определиться. Я делаю так, а другой человек делает другим способом, да. Есть два варианта развития событий. Можно так сделать, можно так. План А и план Б, да. Двойственность желаний. Я хочу то, а клиент хочет это. Как это с перламутровыми пуговицами у вас есть? Нет. Будем искать. Вот это двойка жезлов, да. Двойка кубков, это вот вы чувствуете свою эмоцию и понимаете, что у другого человека тоже есть эмоция, да, и вам это приятно, интересно, что человек испытывает какие-то чувства по отношению к вам, и вам приятно испытывать какие-то чувства по отношению к нему. А вот по тройкам происходит уже синтез взаимодействия этих эмоций. Происходит увеличение эмоций, либо обострение какое-то вот эмоциональное, когда эти эмоции начинают работать вместе, смешиваться. Как это, алхимия отношений. Вот. Кстати, прорекламирую просто потому, что в курсе, да, у Юрия Хана вроде как сейчас происходит запись на курс, я так понял, по Монаре, да, алхимия отношений. Вот. Советую этого самого Юрия Хана, ну, как астролога, допустим. Вот как астролог, мне кажется, он великолепен. А как таролог, ну, есть очень интересная точка зрения на карты у него, поэтому, как минимум, обратить внимание стоит. Собственно, вот та самая алхимия отношений, да, смешение эмоций происходит у нас в тройке кубков. В тройке мечей у нас происходит взаимодействие, смешение двух идей, двух сил, двух точек зрения на то, как правильно делать. Так делать, либо так. И это определенным образом меняет вас, это заставляет вас менять. А когда вас заставляет менять свою точку зрения, это, конечно, бывает очень часто обидно. Но не всегда и не обязательно, потому что прямое, хорошее, правильное значение тройки мечей – это в споре, да, в противодействии рождается истина. Какой-то третий вариант, правильный для обоих сторон. И вот по двойке мечей у нас идут две правды, моя правда и правда того парня. По тройке мечей мы находим истину взаимодействия двух этих правд. И истина может иногда ранить очень больно, когда понимаешь, что ты заблуждался в чем-то и тебя переубеждают. Ну, не переубеждают, а добавляют информации, и ты понимаешь, что не такая ты красивая и умная, как ты сама про себя думала. Не так, как мама говорила. Да? Оказывается, вкусы у людей бывают разными. Тройка жезлов взаимодействия желаний. Когда вы умеете договариваться с человеком. Я так хочу, а я вот так хочу. Давай, как это, вместе хотеть. Да? Как в котенке Гаве. Да? Давай вместе бояться. Да? И вот люди начинают хотеть одного конкретного желания. Вы хотите купить за 5000, продавец хочет продать за 10 тысяч. Вы договариваетесь до общего желания, до цифры, которая устроит обоих, 7000. Да, 7500, допустим. Не нашим, не вашим. Консенсус.
Тройка пентаклей, напомню, это взаимодействие двух материальных миров, двух физических. Да, вот вы так видите, другой человек так видит. Вы так можете сделать, другой человек так может сделать. Главное не залазить другому человеку, не съедать его хлеб. Да? Не мешать человеку делать то, что он умеет. Потому что тройка пентаклей еще и накопленный опыт. Если у вас мало опыта, делайте ту работу, на которую у вас хватает. Не лезьте поперед батьки в пекло. Вот. Если у вас много опыта накопленного по земле, это еще и накопленный опыт, да, прожитые года, тогда вот, да, идет вот эта самая иерархия, понимание того, как взаимодействуют где-то в работе, в коллективе, в том же самом сексе, как происходит взаимодействие двух сторон и что из этого получается, что-то третье, конкретное что-то. Вот. Как-то так. Окей. Вот, такие у нас тройки. Напомню, что лекцию я выложу через некоторое время, буквально через часик, наверное, да, как обработается это видео. Эфир я сейчас закончу, обрежу лишнее там вступление, добавлю там какие-то теги и прочее, всякое такое, и выложу. Скоро лекция будет доступна в полном виде. Так что как-то ждем вас у нас во вторничек. Во вторничек я подозреваю, что я выйду с очередной лекцией, будут у нас четверки. Вот, и так вот такими четверками будем плавно идти. Вторник, четверг. Я надеюсь, что у меня будет получаться вовремя. Может быть, не всегда в одно и то же время. Вы уж меня простите за это. Просто, так получается. Как получается, так стараюсь делать. Лучше так, чем никак. Я думаю, что тут вы со мной согласитесь. Вот. Рад был вас всех видеть. Наверное, будем заканчивать сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас. И вам спасибо. Спасибо за внимание. Все доступно и интересно. Но я стараюсь, чтобы было интересно. И, конечно, отдельно особенно стараюсь, чтобы доступно как-то было. Может быть, тут немного практических таких значений, да? Но, тем не менее, если вы чувствуете суть карты, практические значения понимаются, во-первых, сами. А во-вторых, практику разбирать это нужно, более детальный подход. Этим я занимаюсь на практических лекциях в группах. Опять же, да, вот минутка саморекламы. Звоните, пишите, все контакты есть в описании к этому видео. Если нужна консультация, да, какую-то проблему решить и разобрать, то пишите на WhatsApp или в Telegram. И там я присутствую, Facebook. ВКонтакте, все вот это вот. В Инстаграме тоже есть, на Инстаграм подписывайтесь. Вот. Приятный тембр голоса очень помогает в познании. Да, хорошо. Главное, что вам мое заикание не помогает, не мешает в этом познании, уже хорошо. Но это такое, это уже как-то мелочи жизни, да. С этим можно смириться. Тембр приятный, это хорошо. Работаем над тембром, это маму с папой надо благодарить. Как получился, так получился. Рад, что вам приятно. Окей, что. Хорошо. Увидимся во вторник. Возможно, в выходные я как-то еще попытаюсь что-то такое интересное придумать. Может быть, найдется у меня время, и я там запилю какое-нибудь видео на какую-нибудь тему. Кстати, можете в комментариях потом к видео предлагать какие-то темы интересные, да, потому как, закончится младшие арканы, что-то ж нужно будет дальше снимать на YouTube, чтобы вам скучно не было и как-то, чтобы помогало вам в изучении Таро. Добренько. Всем спасибо и до свидания. Как-то до новых волнующих встреч.